Так, магия одного утра. Не переворачивай камеру, пожалуйста. Божечки ты мое. Учу. Магия одного утра. На часах 8:08 мы уже проехали первых 2 километра наверняка. Так что вот так вот. Такие красивые ножки только таким макаром можно зарабатывать. Воскресенье. У нас сегодня в деревне называется день, когда выставляют все свои вещи, которые не нужны. И вот смотрите, подъезжаете, называется это Форшенкен. Мы тоже с мужем сегодня выставим. И вот такое вот организуем. Продолжение. Или опять я, ваш вдохновитель. Кстати, тут был один комментарий, который меня зацепил. Наш сегодняшний такой маленький семейный влог. У меня вчера была тут небольшая партия. Сейчас я вам покажу. Я вчера ничего не снимала, но вот тут происходило все наше предварительное. Тут стоял гриль. У нас была рыба. Ничего не снимала. Пару буквально фотографий с десертом сделала. Сегодня интересная история. Хотела с вами поговорить как с подругами. Не знаю, как сесть, чтобы меня лучше было видно. Вот так. Итак, был один интересный комментарий, который меня опять на мысли привел с вами пообщаться. Чему же такому ты можешь нас научить? Ничего интересного, одни разговоры. Ну, во-первых, все свои влоги, которые я снимаю, это как история моего расхламления, моей новой жизни, моей легкости, просто моей жизни. Этим я хотела поделиться. Мне кажется, есть чем поделиться у каждого человека. Но будешь ли ты снимать это и показывать другим, это другой вопрос. Могу ли я научить кого-то жить? Да нет, конечно, не могу. Потому что каждый ответственен за свою жизнь сам. Вот. Но я думаю, что есть интересные моменты жизни, которые именно моей жизни, которые могут быть показаться интересными другим. В конце этого видео я покажу вам сегодня по теме, конечно же, моего YouTube канала. Это расслабление, легкость и так далее. В нашей деревне сегодня день Форшенки называется. Всего выкидывания. Вот ты выставляешь просто на обочину возле своего дома, и ходят люди, забирают то, что им не надо. Кстати, очень подходящий день к теме моего канала. Так что оставайтесь до конца видео. Я вам сегодня сделаю зарисовки из нескольких мест, как я провела немножко воскресенье. Конечно, захвачу ту историю, которую вы в конце увидите, что конкретно. Ну, я не смогу, конечно, везде это снимать, но сниму частично, там, кто что выставил, или то, что мы выставим, например, я вам покажу, то, что скапливается, то, что мы не знаем, куда девать вещи. Вот. И вообще, вот мне интересно ваше мнение. Скажите мне, как думаете, девочки, особенно те, которые меня регулярно смотрят, Оля, Аня, Лилия,
Олеся, кто? Вас уже много, так много, те, которые лояльно относятся ко мне как к человеку, как к тому, что я показываю. Не поучаю, но показываю. Вот, делюсь. Как вы думаете, есть что мне показать или не стоит? А то у меня немножечко мотивация падает ко всему уже делать это, потому что с одной стороны я вижу какую-то движ по своим старым видео, с другой стороны, конечно, все это немножко, знаете, так напрягать начинает, потому что даже маленький негатив, он тебя немножко сдвигает с пути, как сказать. Вот. А в конце видео продолжите смотреть. Я вам накидаю сегодня зарисовочек, чтобы было интересно. Может быть, вам будет такой интересный формат, потому что мне уже писали несколько раз, а что вы делаете в отпуске, что вы делаете там. Вот вам просто будет небольшие зарисовки моего воскресенья. И сегодня это домашнее. Мы уже убрались на кухне, и уже в 8 утра мы были на велосипедах. Сейчас мы пойдем в подвал, муж вернется, он больше едет на велосипеде. Пойдем посмотрим, что можно выкинуть. И в конце видео я вам покажу. В середине покажу, как я ездила на велосипеде немножко. А потом покажу в конце, что такое мы выставили и что такое вообще люди выставляют. Какое количество вещей у человека скапливается, которые они не знают, куда девать, и как-то жалко им покинуть. И вот такой день, он, в принципе, для этого и есть. Всем пока. Задавайте вопросы в комментариях. Жду вас всех там. Всем пока. История, сколько у нас организовалось. Даже бэби-заха нашли какие-то детей маленьких. Вот такое всего. Вот иду, и уже люди с торбами идут, с пакетами. Это уже все, кто насобирал. У нас так прям жизнь в деревне появилась, когда Цуфаршенкин день. Живу в прошлом году. Самое главное в этом день не набрать чего-нибудь себе. Но у меня есть просто такая фишка. Я люблю всякие декорации для сада собирать. В прошлом году такие классные себе горшки принесла для сада. Прям ручной работы. Сегодня я тоже постараюсь что-нибудь такое только. А так... Пакетик взяла маленький, тащить далеко не хочу, поэтому пошла. Вот, смотрите, вот так вот. Ну, это уже немножко тут поковырялись. Вот, смотрите, какая классная штука стоит. Мне, кстати, тоже можно было что-нибудь посадить. О! Штуковина вообще супер. У нас прямо раритетные люди ходят. И я думаю, что я тоже сегодня наснимаю всего интересного. Так что... как-нибудь старайтесь вместе со мной оставаться. Вы увидите. Ну вот, тоже. Что тут у нас? Кстати, о птичках. Это для животных. Да? Да, это точно. Я смотрела, но мой просто кот туда не влезет. Знаете, даже удивляешься, сколько я вам сейчас просто покажу. Сколько всего. И вот если здесь через 2-3 часа пройтись, здесь уже ничего не будет. Просто сметают. Ну, во-первых, все иностранцы, которые, конечно, имеют финансовый статус такой, что им сложно что-то новое купить. Тут прям машинами ездят с иностранными номерами, румынские там всякие машины. И все просто сметают. С тележечками люди ходят, собирают. Ну, просто удивительно, насколько много уходит всего за быстро очень. Так что этот день очень у нас уже много лет и проходит, и хорошо очень принимается. Учусь и там быть. Здесь просто вот сколько этого всего можно увидеть. Прям тонны всего. Кто-то так более аккуратнее все выставляет. Видите, вот я не могу слишком много людей снимать. Но вот таким макаром все висит аккуратненько. Вот. Кто интересно слушать разговоры, но так как мы по-русски, по-немецки, по-разному понимаем. Вот сейчас русскоговорящие со мной поговорили. Ну, короче, кто что. Девочка берет, молодая, чемоданы, там все, всякие картины. Папа спрашивает, зачем тебе это? Мне надо. Вот это вот у нас такая психология, когда мы что-то новое тянем, покупаем или в подарок. В подарок это еще легче взять. А потом говоришь, надо. А потом через какое-то время говоришь, не надо. Раньше я думала, что возле домов
побогаче, можно их получше что-то найти. Но это не всегда так. И здесь вот даже написали, какой размер. Шортики кожаные, между прочим. Очень прикольные сапожки. А это такое... Вот. Кто на что гораст, короче. Вон там видно, сколько людей ходит по дороге и это все собирает. Скажу, как все организовывается этот день. Этот день организуется так, что за несколько месяцев пишется в местной газете обычный термин. Ну, то бишь, когда это будет проводиться, мы говорим по-немецки термин. И он повторяется постоянно. Каждую вторую неделю он повторяется. Не забудьте, что вот это вот будет тогда-то, тогда-то. Понятное дело, это все читают, записывают. И я уже даже не могу сказать, сколько лет, но это практически во всех деревнях в округе уже у нас проходит. Такие местные, чтобы не делать большой блошиный рынок, который сопровожден с множеством разных агитационных вопросов, здесь проще. И там прописывается, что надо поставить коробку, на которой будет написано «Цуфершенкен». И в этой коробке, или рядом с коробкой, и написано время, какое ты должен соблюдать. С 11 до, по-моему, 5 у нас сегодня. И самое главное в этом все, если во твои вещи, конечно, никто не взял, понятное дело, их собирать никто не будет, а это делать нужно тебе. Все аккуратненько собрать. И иногда бывало даже такое, просто чтобы вы знали, если ты что-то выставил свое, то случайно человек, который собирал в другом месте, он и может и тебе подложить что-нибудь, то, что не твое было. Это вот из минусов этого всего. Тогда тебе придется убирать и то, что не твое. Вот так. Ну вот, по-моему, это мой день. Вот смотрите, какая прелестная чашечка. И их тут несколько. Ну, я, наверное, хотя я повыбрасывала некрасивые свои чашки, наверное, возьму. Не смогу пройти. Их тут, может быть, 2 возьму. Хватит. Похоже на белорусскую такую. Это целый сервиз. Не, ну, сервиз, конечно, это too much. Вот, какая прелесть. Я себе возьму 2 чашечки. И на этом, по-моему... А вот заяц какой красивый. Можно было, кстати, как декорация в саду взять. Зайца, кстати, тоже возьму. Он мне нравится. Хотя зайцы у нас только на Пасху. Как вам заяц, скажите? А чашечки? Чашечки вообще прелестные. Мое. Не пройти. Ну, прям всего. Книжечки всякие. Стулья даже вот можно взять, кому надо. Прикиньте. Вот так вот это все выглядит. Даже поехать не может человек. Столько напаковали. Сейчас я это посмотрю, что тут еще. А это что такое? Пакетики. Вообще шлак. Просто шлак. Чего тут такое? Ну вот представьте, это у нормального человека столько всего собирается, что все это. Ну вот. Я, по-моему, еще что-то нашла. Вот эти стаканчики. Мне нравится для воды. Можно не покупать, они быстро бьются. Ну вот, у нас есть такой здесь местный художник. Очень красиво здесь. Я люблю это место. И тут наверняка сейчас будет что-то интересное. Сейчас тут людей много, я подойду с другой стороны. Вот, смотрите, какие прикольные вещи стоят тут. Покажу вам еще одну из старейших улиц нашей деревни. Вот смотрите, какие у нас есть домики. Вот. И сейчас мы подойдем даже к самому настоящему замку. Вот покажу вам. Когда-то это была даже Елизавета тут II в этом замке. Сейчас я вам покажу, пока я вам... Ну, дома, видите, у нас уже тут не 100 лет, не 200 лет, а уже и больше лет. Вот.
Сейчас вам покажу. Сейчас подойдем. Тут прям невозможно не снимать людей других. Я стараюсь так немножко конфиденциально. Как там один раз кто-то сказал, как Джек Воробей. Так, ну вот, там тоже люди. А вот тут вот, видите, вот это одно из самых старейших у нас в деревне. Когда-то здесь Елизавета II. Даже сейчас еще один замочек покажу. Но там очень много людей. Вот, смотрите, какой тут вход. Красивенький. Вот такая вот милота. Перекрашенный он уже 2 раза. И 3 раза. Но это главное, раньше была улица. Вот. Теперь это уже не главное. И вот сейчас ребенок там. Вот это замок. Это замок наш местный. И вот так люди все по кругу целый день. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас я вам покажу дома. До самого конца оставайтесь, что я все-таки сказала себе не брать, а взяла. Ну, потому что эти вещи я все равно буду когда-нибудь, даже несмотря на минимализм, наверное, покупать для настроения и так далее. Поэтому я решила сэкономить деньги и взять. Вот сейчас кое-что покажу, что я взяла. Наши цветочки красивенькие. Тут очень всегда миленько у нас тут. Наши деревья. Такие красивые зеленые чашечки. Ну, посмотрите, это не милота. У меня уже есть такие коричневые. Возьму 2 зеленые, наверное. Не будет как. И вот эти прикольные для чая. Это тоже возьму. Для чая. И 2 такие. Милота. Милота. Вот эти все побитые. Одну возьму. Прям кто-то выставил. Мне нравится, как они аккуратненько могут сделать так. Тыш. Нифти Форшенкин. Стол не забирайте только, пожалуйста. Ну, прикольненько же. Аккуратненько забирай то, что тебе надо. По-моему, неплохо сделано. Что, я устала. Я ходила практически уже целых 1,5 часа. Покажу вам остатки всего, что я наснимала. Вот я приспособила себе такое для сюда. Ой, мне понравилось. Я думала, будет для клубники или для какого-то ставить творожок или что-то такое. Нашла. Да, скорее всего, сыну завезу на Мальту. У него нету таких маленьких. Потому что мне хватает пока. И вот смотрите, какую прелесть я еще себе взяла. Это тоже сыну. Вот такие вот интересные чашечки. Можно для... немножко не передает цвет, но он очень красивый. Вот. Их взяла 4 штуки. И все 4, я думаю, я повезу на Мальту к своему сыну. Мне нравится очень так дизайн такой прикольненький. Что я себе взяла? Вот смотрите, я даже эту вот корзинку взяла, но я в него цветок посажу, чтобы носить. Вот. В мою красную кухню я взяла вот такую красивую вазочку. Мне кажется, она очень подходит мне в дизайн. Посмотрите. Так. Что еще? Для кухни. Ну, для матчи. Наверное, хорошая чашка. Вы поняли. Это, короче, все к сыну. Это я все-таки оставлю себе матчу или что-то зеленый чай пить. Очень прикольненькая. Мне пока... Их было несколько, но я уже не могла несколько брать. И так всего много всего. Сейчас выставлю, все помою. И вот такие тоже интересные 2 вот такие. И я подумала, в них, скорее всего, будет не очень удобно пить. Можно, например, суп подавать. Смотрите, суп можно подавать, потому что у меня есть горшочки. Я все-таки 2 такие чашки взяла. Я вам неправильно сказала информацию. Я 2 взяла. Вот, их было много там. Вот, значит, этих коричневых я взяла для супа. Подавать маленькую порцию. У меня такие только большие шельхины. Они похожи на маленькие горшочки. В них можно что-то печь, я думаю, попробовать. Так, ну что, вот это вот вещь взяла, она у меня сломалась. Ну, вот этот зажигать. Уже хотела купить, они у нас 10 евро стоят. Зажигать, ну, эти благовония. Вот, бесплатно попала мне в руки. И вот такие взяла маленькие для сервировать. У меня тоже, я их очень люблю. Они у меня есть только такие, как бы,
не круглая, какую-то мелочь ставить на стол. Кстати, посмотрите, какая прелесть. Они имеют весь такой красивый дизайн. И хорошо гармонирует с синей посудой, которая у меня есть. Вот, кстати, моя синяя посуда. Мне кажется, будет ничего. Как вы думаете? Ну, короче, минималисту тяжело, когда вот такие дни начинаются. Но вы знаете, я посмотрела из наших вещей, вот которые под окнами стоит, уже забрали много чего. Это большой плюс. Значит, 1-1 кое-что забрали, но выкинули, даже уже 1 к 3, можно сказать. Выкинули мы больше, чем я принесла. Так что, кому нравится мой формат, и вот именно такой, например, как я показываю вот это все, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Буду вас чему-нибудь показывать и учить интересному. Пока!